Ребята, крутая горка, плюс поворот, с разгона не взять. Снег, газу даешь, собака начинает зарываться, а в натяжку не идет, не хватает. Волокуши тяжелые, килограмм, наверное, 150. Но все-таки это не снегоход. Зацепил веревку. В вот таких местах без веревки, просто вообще в лесу без веревки делать нечего. Она всегда нужна. Сейчас с разгончику попробую сюда заехать и затащить. Таким способом буду заезжать, по-другому никак. Друзья, всем привет! Еду на озеро. Остановился перекурить, буквально минут 10-15 посижу немножко, и техника отдохнет, так как дорога тяжелая. Местами я в горку очень много еду. Волокуши опять взял эту шаланду длинную, узкую. Где-то на поворотах она зарезает углы, короче, но не очень она так. Надо сейчас раздеться и разобрать все вещи, волокуши. Сейчас попью чаю. Есть котлеты и пироги с творогом. Давайте за водой. Привез еще на лампы новые стекла. Это на одну и на другую. Стекла тоже, не знаю, у них каких годов. Видно даже по форме, что они разные. И по толщине стекла разные. Вот такой вот толщины стекло. Вот видно. А вот это прям почти в 2 раза толще стекло.
Вот это само по толщине. Прям такое мощное. Оно тяжелее, конечно. Наверное, раза в 1,5. Вот такие вот. Одно вот такой формы стекло. Второе вот такое вот. Вот это стекло. Цена еще написана 25 копеек. Завтра на озере буду ставить палатку. Потому что если будет такой мороз, градусов 30 с утра, это скорее всего так и будет, то на водоеме так можно походить. Из палатки вылез, порыбачил, опять в палатку зашел, погрелся, посидел, взял печку с собой. Так что посмотрим еще завтра, какая погода будет. Сходил, собаку подготовил, подвеску все обстучал ото льда, потому что ехал когда сейчас по озеру, слуз немножко попал, а разрезная гусеница, металлический профиль, в этом как бы минус такой гусянки, и намерзают такие катыши ледяные, пришлось отстукивать молотком. А так, в принципе, такая гусянка вообще отличный вариант, в гору прет как танк. Ну, если по накатанной дороге, ну и вообще разгоняется быстро. И минусов больше, в принципе, никаких нету. Собрал волокуши, закинул уже палатку. То есть, ну, все подготовил. На улице градусов, ну, по ощущениям, градусов 15. Пока 30-кой даже и не пахнет. Может, конечно, под утро будет мороз, не знаю. Очистил еще перед избой полянку. Здесь у меня поварня. Может, если что-то завтра попадет на уху, то сварим на улице, на костре. Вот лампа вообще не коптит, фитиль подрезан ровненько и уголки вот так вот срезаны под 45 градусов. Ровненько канцелярским ножом, и вообще классно. Чистое стекло, а вот тут вот есть немножко копоть, вот закоптилась, я ее тоже зажег, надо будет достать фитиль и подрезать нормально. Друзья, всем доброе утро. Время 8 часов утра. Выехал уже на озеро. И смотрите, я вчера проехал. И вот буквально ночью где-то прошел лось. След буквально свежий. Шли вот с той стороны. Они как раз тут пописали и свернули на болото туда, на ту сторону. Попробую здесь. Есть первый, не крупный. Только что хотел сказать, что здесь крупный очень окунь бывает, попадает. Такой-то это как бы редкость, грамм 150, но возьму его на уху. Поставил уже на основном озере палатку.
И прикормил лунку. Так как хочу половить щуку, взял с собой в эту поездку жерлицы, и надо половить живца. Может быть, мелкая сорожка, плотва подойдет. Опа, есть. Нормальный окунь. Опа, вот, ребята, лапки. Мормышки практически не видно, вся во рту. Решил попробовать на мормышку все-таки. На блеснуло там посидел в 3 местах и не увидел больше поклевки. И переехал на другое место. Может, конечно, просто угадал с местом, а может быть, на блесну не клюет. Надо ему мормышку. Ох, сидит уже. Такой средненький. Ох. Какой, ребята, ударил хороший. Хороший окунь. Вот он. Красавец какой. Вот такой вот. Отличный окушок. Мормышки практически не видно у него во рту. Очень маленькая. Время уже 12 часов дня. Посмотрел на камеру, поиграл мормышкой, посидел. Прикормка лежит, рыбы вообще 0. С утра хоть окушок мелкий плавал. Посидел, поиграл, минут, наверное, 15. Никакого движения не увидел. Решил попить чайку с хлебом, с котлетами. Этот небольшой. Как раз на живца нормальный окунь. Стандартный. Отлично. Опа. Еще один. Еще один. Этот уже крупноват на живца. Хотя пойдет. Если что, потом выпущу. Или на уху пойдет. Этот уже такой покрупнее. Ставим жерлицу первую. Давай, иди плыви. Все, одна есть. Здесь хочу попробовать на налима. Вот сюда, вот так вот, вдоль бровки. И, конечно, окунь резвый. Нормально не снесет. Надо вот сейчас вот это все снегом засыпать. Потому что так все примерзнет. Каша какая тут. Время 2 часа дня. Поставил 6 жерлиц. Одна вот. И вот здесь еще 5 за волокушами. Ну, сюда вот ту сторону, куда показывает камера. Немножко там к берегу распределил. А 2 штуки сюда на свал поставил. Поймал одну сорожку хорошую. Еще что-то. Окушок мелкий. На живца. Пошел мелкий снежок такой. Так, надо мне... Вот у меня палатка там стоит. Я немножко
Пошел от палатки чуть-чуть поглубже. Вот. Хоть окуня на живца наловить сейчас. И жерлицы еще остальные выставлю вдоль тресты, может быть. Вот это что-то нормальное попал. Плотва, наверное. Да, ох, какая плотва, ребята. Смотрите, хорошая. Вот, наверное, в этом месте надо прикормить лунку. Ага. Плотва небольшая. Плотва, сорожка. Называю по-разному. Можно даже не играть. Окунь. Ну надо же, стал сейчас разворачиваться отсюда. Волокуши длинные, стал радиус маленький делать, и они загребают. И, короче, как получается, загребают снег вот так вот. Углы потому что острые. Вот это, конечно, недостаток у этих волокуш. Плюс длинные еще. Еле сейчас собаку достал отсюда, выковырял. Все в снегу. Ставлю уже 6-ю жерлицу. Все. Сейчас, ребята, когда перед отъездом сюда стал с озера съезжать на берег, и опять в слуз так зашлепался. Причем глубина такая, почти сапоги скрывает. Еле вытолкался. Наверное, целый час потерял. Прям над тычкой надо все вешать это барахло. Загрузил 11 окуней. Окунь такой нормальный, кастрюля большая. Хочется такой наваристой ухи, хороший. С икрой всего 2 окуня было, остальное самцы все, поэтому они такие не крупные. Обычно крупный окунь, самки в основном. Ну, в большинстве случаев. На улице звезды, может быть сегодня будет мороз приличный. Но по ощущениям, сейчас ходил рыбу, когда на озеро мыл, градусов около 20, наверное. Мороза стоит. Прилично так. Надеюсь, дорога моя на озере, которая сегодня ездил, замерзнет. И завтра можно по дороге нормально ездить. Но вот где подъезжал к первым жерлицам, которые с флажками у меня стоят, на налима, там вот воду выдавило, и некоторые уже туда провалились. Просто лунка была, наверное, на 130, ее просто размыло, наверное, до диаметра 150, так это точно воду давит. Ну, не знаю, посмотрим, как завтра будет ситуация на озере. Может, и вообще будет не выехать. Тогда на лыжах пойду по озеру. Такое тоже может быть, вообще легко. Ну, давай, закипай. Хочется ухи на костре именно. Не хочу я на плитке, на газовой варить.
Вот тоже окунь. Чешуя отлетает, сразу видно, которого сейчас достал. Хотя пойманы с одного озера. Вот эти окуни все. Кто бы, ребята, что ни говорил, но уха из окуня вкуснее, чем из хариуса. Мне намного больше нравится. Все, сажусь кушать. Время 19:53. Сегодня поздно. Очистил еще всю подвеску у собаки. Все там во льду. Все отковырял, отколотил. Пока еще рыбу сходил. Почистил, помыл все на озеро. Я вообще, когда приехал, стал их чистить. Они дубовые, на морозе. Занес их в избу сюда. Они, наверное, где-то час оттаивали. Лежали. Я пока мотособакой занимался. Ну, пока уху сварил, да, туда-сюда. Дел много, короче. Так что все. Всем пока и до завтра. Сейчас ужинаю и ложусь спать. Все. Друзья, доброе утро. Вот такая вот ерунда получается. Спасаю жерлицу. Вот она там торчит. Видно, ее не унесло. Видимо, палочка вот эта поперечина у меня была большая, длинная. Прямо на дороге я ставил. А вот тут дорога, ну, короче, здесь не проехать. Как-то надо доставать ее. Я, конечно, не уверен, что достану, но... Все, ребята. Уплыла. Ёлки-палки. Да, все. Держалась только-только на честном слове. Лунку размывает капитально. Оттуда видно, что выплывают какие-то частички, то ли льда, то ли что-то такое. Можно самому туда нырнуть, в эту прорубь. Короче, все, ухожу. Вот как-то здесь стороной попробовать объехать. До той жерлицы я потом схожу на лыжах. Самое главное мне сейчас добраться до палатки, вот до того места. Все, ребята, я добрался до этих жерлиц, доехал до палатки, весь вспотел, пока ехал по озеру. Так, как-то бы это достать все. Тоже лунку размыло. Вот тут, вот те две жерлицы проверил, там пусто, нормально. Лунки нормальные, а вот здесь размыло, там вроде тоже размыло. Такая сорога тут у меня крупная, наживлена. Вот такие вот сорожки начали попадать. На улице метет сильный снег. Переставил, ребята, я палатку, прикормил снова лунку, и рыба подошла. Рыба крутится, но клюет как-то, я бы не сказал, что нормально. Ох, хорош! Плотва хорошая, ребята, крупная. Вот такие вот плотвицы обалденные. На камеру вроде кажется небольшая, но на самом деле вообще отличная сорога. Есть еще одна. Отлично. Вот они, лапки. Ох, 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 ох. Ух, ребята, вообще монстр какой-то. Вот это да, смотрите.
Это, наверное, грамм 300. Я такой плотвы давно, ребята, не ловил. Очень хорошая, крупная. Вот на такую мормышечку ловлю. Ну давай, я уже тебя над головой трясу. Ох, я даже, ребята, на камеру видел, какая она хорошая, крупная. Вот она. Вот они. Плотвицы. Крупные. Вот такая вот. Давно я такой не ловил. В том году я сюда приезжал раза 3, наверное. И все время был в пролете. Ни разу так и не удалось. Сколько я прикармливал. Палатку тоже переставлял. О, есть, клюнула. Подошла. Хорошая, ребят. Смотрите, какая. Вот. И ночную в том году пробовал рыбачить. О, есть. Ох. Какое удовольствие такую плотву тягать. Где-то подходит, все равно плавает. Главное, мелочи вообще нету. Есть, опять подходит. Опа, есть. За 20 минут, наверное, нормально так натягал рыбы. На жерлице, ребята, ничего не попало. Вот там вдоль тресты на улице идет снег, даже выходить неохота. А самое главное, даже не знаешь, где здесь рыбачить. Много мест таких хороших, где я знаю, ну, можно так вот, думаю, поездить, половить, но на технике даже я не собираюсь ездить. Озеро очень такое коварное, все в воде. Надо ждать хороших таких морозов, хотя на улице, наверное, сегодня по прогнозу градусов 15, наверное, вот так. Примерно, не холоднее. Градусов бы 30-40. Вот такой бы мороз надо, чтобы это все замерзло. По-хорошему. Ребята, лишился удочки, на которой ловил сорогу. Приехал сюда, зарядил ее, оставил. Пошел за другой удочкой. Поймал одного окуня. Прихожу, а удочка уже вот туда, уже все, ушла под лед. Короче, сам виноват. Ох ты. Хороший. На уху можно всегда наловить. Глубина небольшая. Буквально там полметра, наверное, подо льдом. А то и меньше, наверное, даже. Окуни хорошие. Неплохие такие. Ух. Эх. Есть. Достал. Хороший. Вот столько удалось поймать. Буквально, наверное, минут за 15. Штук 10-то точно есть. 10-12 окуней. И все, больше отказало. Тут поближе к берегу. Подошел сюда. Сейчас поеду в палатку. Но поеду не по озеру. Я специально вокруг сейчас ехал. Протоптал дорогу. И сейчас буду ездить вот так вот вокруг по озеру. Не хочу рисковать, как вчера. Какой-то движняк там подо льдом. Есть. Есть хорошая. Вот она. Вот она, ночная плотва. Вечерняя, вернее. На зорьке. Опа. Еще одна. Еще вроде крупнее. Или такая же.
Обалдеть! С ума сойти! Ух ты, ух ты! Ребята, вот эта сорога подошла! Крупнющая, просто крупнющая! Вообще отличные рыбки. Вот они. Сейчас перестала клевать. Время уже 16 часов 2 минуты. Уже так сумеречно становится. Сейчас еще посижу минут 15 и надо собираться ехать на избу уже. Не буду я тут высиживать за одной плотвой. Если подойдет она, клев будет, то посижу. Конечно, половлю. Разогрел вчерашнюю уху на печке. Сейчас поем. Чаю попью и больше, наверное, есть ничего не буду. Неохота, ребята, ничего готовить. Вообще, сейчас бы с удовольствием, конечно, жареной сороги поел бы. Но не могу, к сожалению. Так как она вся замерзла очень сильно. Это надо мне сейчас в избу ее заносить, оттаивать, потом чистить. Короче, возни очень много. Лучше я дома ее поем. Сейчас ухи доем. Что-то в животе даже бурлит. Есть охота уже. Подрезал фитиль. Это вчера я еще вечером подрезал. В этой лампе. И все, коптить перестало. Отлично горит. Вот такое ровненькое пламя. Вода вскипела на чай. Надо будет сюда привезти чайник. А то воду кипячу в кастрюльке в такой маленькой. Разобрал немного удочки. В ящике все. Тут что-то бардак какой-то. Сегодняшней рыбалкой. Так что надо иногда прибираться здесь. Плюс все во льду. Удочки еще оттаяли. Кое-какие. Как-то так. Думаю, что такое там? Льдина еще не оттаяла. Заготовил еще дров сюда. Дрова у меня здесь уже были напилены давно. Лежали под елкой, я их занес. Немножко тут они уже подсохли. Кое-какие. Ну и все. Будем ложиться отдыхать. И до завтра. Друзья, всем доброе утро. Время 5 часов 52 минуты. Зажег лампу, так как зарядки аккумулятора осталось всего 2 деления. Ночью зарядил подводную камеру ЕС-52. Заряжался, вернее, этот еще фонарик. Плюс камера заряжалась, все подряд, и батарейки нормально так ушло. Хоть как ни крути, но банки сгущенки на 4-ю кружку кофе ну никак не хватает. Вот 3 кружечки, все стабильно.
Вот она. Стояла удочка. Прошел, наверное, час. Очень такая крупная, хорошая. Час с момента, как я приехал. И вот только сейчас поклевка первая. Есть, ребята, рыба подошла. Прям на камеру. Видно было. Вон она плавает. Плотва неплохая. Прям в камеру. Ух, есть. Есть, попало. Опа. Отлично. Супер. Опа, есть. Вот она. Отлично. А нет, плотва. О, кормиться начала. Все. Выпускает муть. Что-то со дна собирает корм. Вот прямо здесь вот. У камеры у самой. Эй. Алло. Вон. Крючок-то сзади тебя. Видно, что плотва хорошая, такая пузатая. Вот. Ну давай. Куда ты поплыла-то? Есть. О, хорошая. Взяла все-таки. Схватила. Ох, ребята. Достать бы. Вот она. Смотрите, какая плюшка. Пузатая. Хо-хо-хо. Опа. Есть. Тут не лунка, а целая прорубь. Окунь живой, все отлично. Иди. Пусто, ни одной размотки даже нету. Живец весь живой, отпустил всех, кроме одной сороги. Вот так вот, такая вот рыбалка здесь на щуку на этом озере. И с каждым годом все хуже и хуже, не знаю. Вот никакого желания нету. Вот. Еще есть мысли, конечно, сюда приехать. Я сюда еще не раз приеду. Вот так вот весной. Но чем больше я сюда езжу, тем меньше мне хочется вообще жерлицами и щукой здесь заниматься. Просто впустую тратишь время и все. Решил все-таки сходить в тот конец озера, где у меня стоят жерлицы с флажками. И вот, смотрите, тоже стояла жерлица. Смотрите, какая полынья. Просто черная дыра. Огромная. Иду на лыжах вот так вот. Здесь вдоль, ну, старая дорога. Здесь жерлицы стояли на дороге, а рядом еще одна дорога. Вот по ней иду. Без лыж делать нечего. Сразу можно тут накупаться прилично. На лыжах нормально держит. Вот у меня здесь еще вот дальше, я не знаю, там, наверное, не видно. Стоят две вички. Пробую, ребята, здесь, где вчера вечером клевал окунь. Посмотрим. О, плывет один. Ну давай. Есть. Есть нормальный. Вот он. Видно, как схватил. Неплохой окушок. Отличный. Есть.
Вот такой нормальный. Думал крупнее. Если рыба поймана, то уху надо обязательно варить, особенно из окуня. Отделил почти у всех печень. Занес корыто с жерлицами. У меня здесь бардак такой, все разбросано. Я когда их собирал, просто так в эти волокуши скидывал. Время 9 часов вечера. Решил, все это надо разобрать. Вот это у меня ящик специальный под жерлицы. Здесь прикормка лежит и все остальное. То есть надо сейчас крючки, здесь поводки, все разобрать. Поставил 2 лампы. Так как у меня на аккумуляторе осталось 2 деления, в принципе мне хватит до завтрашнего дня, так как завтра уже после обеда я все равно уезжаю домой, но путь не близкий и всякое может случиться в дороге, а свет и зарядка мне еще мало ли пригодится. Пускай лучше она останется, чем вдруг что-то случится и... Короче, всякое бывает в лесу, в тайге, особенно когда один. Часов до 11, может быть, часика полтора. И потом буду собираться, и часов 12 надо будет выезжать уже домой. Сегодня метет снег капитальный. Сейчас уже ехал, дорогу так подзамело нормально. Плюс еще вчера ветерок был, и на болоте дороги практически не видно. Опа, еще одна. Пока, ребята, собираю печку, пока не клевала, так чтобы время не тратить. Опа, еще одна. Подошла, что ли? Либо окунь, либо плотва. Плотва. Ух. Это сорога точно хорошая. Даже не успел поиграть ничего. Опа, еще одна. Вот это да. Оп. Отлично, сорожка, елки-палки. Вчера так не клевала, как сегодня.
Друзья, ну вот такая вот выдалась рыбалка. Буквально за 15-20 минут удалось поймать 19 плотвиц с рожен. Плотва неплохая, хорошая. Все, клев перестал, на камеру рыбы не видно. Буду собираться. Время как раз уже где-то 10 часов 45 минут. Пока сейчас палатку сниму, все уберу. И до дома еще надо добраться, пока дорогу сильно не замело. Так что все, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Всем здоровья и берегите друг друга.